Друзья, последнее время это самый распространенный вопрос мне в личку, и я могу полностью по полочкам разложить, как работает MetaMask и как защитить себя от возможной блокировки и потери средств на нем. А забегая вперед, я вам скажу, что это возможно. Главное понимать, как это все устроено. Это будет самое полезное видео для любого, кто сегодня заходит в крипту или там находится. Поехали! Я постараюсь максимально детально разложить эту историю и начну от простого к сложному. Что такое MetaMask? С точки зрения блокчейн-технологий, это своего рода контейнер для кошельков. И его правильно называть именно контейнером, а не кошельком. Почему, я расскажу позже. MetaMask можно установить в браузере как плагин расширения или на мобильном устройстве как отдельное приложение. При установке вам обязательно будет предложено надежно сохранить свою сид-фразу, которая в свою очередь является ключом для восстановления этого MetaMask на любом устройстве. Также MetaMask можно установить одновременно на нескольких устройствах. Если вы установите его и восстановите с помощью сохраненной ранее сид-фразы, вы сделаете как бы клон вашего MetaMask. При этом после ввода сид-фразы обязательно будет предложено ввести пароль. Пароль для каждого клона MetaMask может быть разным, и развернув новую копию на старый пароль, это не повлияет. Просто у каждой копии он будет свой. Далее важный момент. В рамках одного MetaMask можно создавать множество кошельков внутри него. Я слышал, что это около 250 штук на один MetaMask. Но это не точно, так как может быть изменено разработчиками в любой момент. И когда вы добавляете новые, у вас как бы становится доступен еще один счет внутри MetaMask, еще один кошелек. И он также будет доступен и на любой копии вашего MetaMask. Например, если в вашем MetaMask на компьютере 2 счета, а на мобильном вы восстановитесь и увидите один, то при нажатии «Добавить счет» автоматически подтягивается второй счет, точно такой же, как на компьютере. Надо понимать, что при добавлении нового счета будет отображаться только нативный токен сети, например, BNB в сети BIP20, а остальные токены отображаться на свежевосстановленном кошельке не будут, даже если они есть на кошельке. Каждый раз нужно будет их добавлять вручную по смарт-контракту. Смарт-контракт для токенов можно посмотреть, например, на CoinMarketCap. Но об этом в другом видео мы уже подробно рассказывали, ссылку оставлю в описании. Вернемся к теме. Если вы потеряете вашу сид-фразу, во-первых, вы потеряете доступ в будущем к самому MetaMask, то есть вы не сможете его восстановить или развернуть копию. И, соответственно, не сможете получить доступ ко всем кошелькам внутри него. А также справедливо сказать, если вашу сид-фразу получит третье лицо, то и доступ к вашим всем кошелькам и всем последующим, вновь созданным в рамках этого MetaMask, также будет доступ и у него. Но это далеко не вся информация, которую нужно понимать. Если говорить о MetaMask, как и контейнеры, то нужно понимать, что содержит этот контейнер кошельки, и при создании нового он открывает доступ к нему, давая вам публичный ключ, который вы можете увидеть и передать любому, если хотите получить на него токены, и приватный ключ, который также вам доступен. Его можно найти в настройках MetaMask и скопировать буфер обмена. Имея его, вам уже не так страшна блокировка самого MetaMask, как контейнера. Кошелек можно восстановить и добавить вручную в любой новый контейнер, не обязательно в MetaMask. Ну и из этого вытекает еще несколько выводов. Первое. В MetaMask можно импортировать кошелек по приватному ключу. При этом в клонах MetaMask он отображаться не будет. Его придется добавлять в каждый клон MetaMask вручную. Второе. Имея приватные ключи, можно будет восстановить кошельки в другом контейнере. Таким образом, имея приватный ключ, мы не теряем доступ к нему даже при блокировке контейнера или уходе его с рынка. И третье. Приватный ключ — это полный доступ, и его нужно хранить в безопасном месте, рядом с сид-фразой на сам MetaMask для каждого кошелька. Причем для каждого кошелька внутри контейнера. Четвертое. MetaMask — это сторонний софт, и в нем хранятся ваши приватные ключи, а это уже значит, что к ним может иметь доступ третья сторона. Это может быть разработчик компании или троянский софт, который может из буфера выдернуть ваш пароль, расшифровать, зная его сид-фразу, и получить полный доступ к вашим кошелькам. Имейте это в виду. Пятое. Даже если вы потеряли сид-фразу, но при этом приложение установлено и пароль у вас есть, вы можете скопировать ключи всех ваших кошельков и добавить его в новый контейнер при необходимости. Шестое. Я не буду говорить подробно как, но распишу суть. Думаю, кому-то
кому-то это точно пригодится. Допустим, вы потеряли пароль к MetaMask, потеряли сид-фразу, но сам MetaMask у вас установлен. Зайти вы просто в него не можете, но он установлен в виде плагина в браузере, и вы им раньше пользовались. В таком случае можно с софтом по подбору пароля, зная его примерную длину и набор используемых символов, достаточно быстро подобрать пароль и восстановить по нему сид-фразу, и таким образом вернуть свой кошелек себе. По такому принципу работает вредоносный софт. Имейте это в виду и никогда не ставьте сомнительное ПО себе на комп, боты всякие и так далее. Я думаю, с базовыми принципами мы разобрались, и сохранив нужную информацию в виде сид-фразы от MetaMask, приватных ключей от самих кошельков и сохранив их в надежном месте, мы максимально обезопасили себя от возможной потери. Теперь поговорим о блокировке MetaMask по геопринципу. Это то, о чем все спрашивают в данный момент. О новостях по блокировке и как этого избежать или восстановить доступ, если это уже произошло. Это на самом деле очень поверхностный способ блокировки, но ограничить доступ таким образом могут. Для начала я бы рекомендовал использовать VPN. Во-первых, это не только безопасность от блокировок и части возможного воздействия на вас, как участников сетевого процесса, но и возможности. Многие соцсети блокируются, тот же Twitter, как с одной, так и с другой стороны, и неважно кем. Важно, что вы, как потребитель, теряете возможность. Для этого достаточно раз в год оплачивать около $100, а столько примерно на год стоит хороший VPN, и сохранить возможность пользоваться всеми мировыми сервисами и избежать части возможных блокировок и примитивных скам-атак. И само собой, в случае как с MetaMask, так и с любым другим кошельком и децентрализованными приложениями или играми, обезопасить себя и свои средства от блокировок. VPN можно установить также и на мобильное устройство, и даже на Smart TV, и быть вне этих историй с блокировками. И очень важно выбрать правильный VPN. Важно, чтобы у вас не увели ваш MetaMask те ребята, которые дают бесплатный VPN. И это далеко не единственный минус бесплатного VPN. Зная, как все устроено, я категорически не советую пользоваться бесплатными VPN. Несколько качественных вариантов я добавлю в описании к этому видео. Одной из особенностей при подключении к VPN это ваша геолокация. На стороне того же MetaMask будет определяться она согласно выбранной вами при подключении стране. Я, например, предпочитаю Португалию. Не так популярно, нет запретов на крипту и налога на инвестиции, в том числе в крипту. А если все-таки вы не следовали правилам безопасности и ваш MetaMask вдруг заблокировали по его геопринципу, и вы заранее не сохранили ни приватные ключи, ни сид-фразу и так далее, вопрос легко решаем. Как я говорил ранее, MetaMask это контейнер, софт, который управляет кошельками и транзакциями. При добавлении сети в него мы всегда указываем управляющий сервер RPC. А если говорить о сети, например, эфира, она заранее прописана в MetaMask. И если посмотреть, какой там указан управляющий сервер RPC, то каждый из вас обнаружит mainnet.infura.io. Это компания по разработке проектов на блокчейн, и она как раз может ограничить доступ к вашему MetaMask по запросу. И если так случилось, как один из вариантов решения проблемы указать другой сервер RPC. Например, есть такой проект Pocal.network. Они занимаются тем же самым, что и Infura, и на их сайте есть инструкция, как добавлять их RPC для работы в нужном блокчейне. Например, можно прямо в MetaMask добавить сеть эфир с их RPC, и также подтянутся все ваши кошельки, и также MetaMask начнет функционировать, как функционировал до этого. И доступ к вашим кошелькам, соответственно, восстановится. Аналогично и для других сетей. Это еще один виток в развитии децентрализации. Ну а создавая новый MetaMask и используя его, пользуйтесь VPN, выбирайте страну, не подверженную блокировке, и эта ситуация практически наверняка не возникнет. Друзья, а в следующем видео я обязательно сделаю такой же подробный разбор по тому, что такое стейблкоины, USDT, BUSD, USDC, DAI и так далее. А ведь это тоже важный момент для понимания в плане безопасности, потому что если мы говорим о MetaMask как о контейнере или программе, которая управляется какой-то корпорацией, так и об этих стейблкоинах можно в точно таком же ключе говорить, потому что они точно так же созданы определенной организацией, также управляются, и перспективы могут быть разные. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить такое видео, и всем удачи!